Всем привет, с вами Андрей, у нас NetHack. Сегодня я хотел поговорить про артефактное оружие, вообще какие виды есть и как, собственно, получить его. В NetHack артефактное оружие — это артефакт, базовым предметом которого является редкое оружие с особыми свойствами, часто уникальными. Его можно получить путем жертвоприношения, либо найти в файлах с костями. Находки в темнице при желании или в конце квеста. Эскалибур можно получить, окунув в него обычный длинный меч, при условии, что вы законно имеете не менее 5 уровень, и он еще не сгенерирован. Эскалибур, Волтон Блейд или Шторм Бринг можно получить, помолившись, если вам повезет, и это известно как коронация. Артефактное оружие не позволяет использовать его в качестве второго оружия при использовании команды to weaponing, то есть двойное оружие. Любое артефактное оружие, данное вашим богом, не будет проклятым и будет устойчивым к коррозии. При необходимости вы будете не ограничены следующим оружейным навыком. Определенные роли гарантированно получают определенное оружие в качестве первого подарка. Валькирии получают Мьёльнир, варвары получают Тесак, волшебники получают магическую тубу, самураи получают Скиннер-Си. Солнечный меч и погибель демонов могут быть созданы, получается, во владении гуманоидного ангельского существа. Архонты обязательно будут созданы с одним из них. Стинг и Орк Рист можно создать, назвав обычный эльфийский кинжал или эльфийский палаш, что мы, собственно, и делали. Вы также можете пожелать артефактное оружие на успех, не всегда гарантирован. Смотрите артефактные желания. Для получения более подробной информации. По желаниям я отдельное видео по-моему буду снимать, поэтому по желаниям это будет позже. Список артефактного оружия. Для получения более подробной информации смотреть статью для каждого артефакта. Средний урон рассчитывается из бонусов силы, навыков и благословений. Урон серебра указан курсивом. Предполагается, что оружие зачаровано на плюс 7. Предполагается, что монстров восприимчив к специальным бонусам и включает двойной урон и плюс бонусы к урону, дополнительный урон, атаки, снижающие уровень с уроном по устойчивым к боссам в скобках и их применению. Собственно. Тут урон прописан. Ну, в общем, я хотел его рассказать. Первый артефакт, который у нас, как сказать, он кливер. Это, получается, боевой топор двуручный. Вероисповедание нейтрал, разумность его нет, соответственно, может его носить любой. Владение им дает D3, получается, к попаданию, и D6 плюс D6 урона. Атакует по дуге. Против маленького 17,5, против большого 19. Подарок на первую жертву для варваров. Что такое D? D это так называемое значение D. Например, число D, например, грубо говоря, 1 плюс D3, это будет, грубо говоря, от 1 до 3. Соответственно, если число будет больше, например, 2, 3, то есть 2D3, то это уже будет от 2 до 6. Соответственно, в нашем случае это от 3 к попаданию до 6 урона к попаданию. Урон по дуге. Собственно, мы не будем больше к этому возвращаться. Поэтому я вкратце объяснил, что D это, собственно, ваш урон, который прописывается, и значение в нашем случае, оно прописано, грубо говоря, убираете циферку D, и это будет именно то, что, собственно, вам и нужно. Но учитывая, что тут плюс стоит, то, скорее всего, оно просто приплюсовывается. То есть это число еще и плюс идет. Идем дальше. Погибель демона. Длинный меч законный. Выравнивания нет, то есть его может любой получить.
получается плюс 5 к попаданию, и x2 урона по основным демонам предотвращает врата демонов. Сложно сказать, насколько он эффективен. 23 против маленького и 27 против большого. Что касаемо с урона в скобочках, это урон по устойчивым монстрам в скобочках, если применимо. То есть, если монстр устойчив к этому, то по нему проходит урон, если он вообще может его пробить. Этот меч, получается, погибель демонов, может быть передан новому ангельскому существу. То есть, его можно получить, по сути говоря, рандомно, убив ангельское существо, особенно если вы... Все ангельские существа в большинстве случаев законного типа, поэтому если... вы не законный тип, то либо отправить ваше животное, оно в большинстве случаев нейтрального типа бывает, и оно как раз забьет ангельское существо, если им мощи, конечно, хватит. А драконья погибель. Палаш несогласованный, то бишь нет конкретной привязки. Разумность его нет, то есть любой человек может его использовать. А не как выше сказанные, например, погибель демонов, она чисто законная, то есть вы должны быть благочестивые, либо нейтральные на клевере. Получается D5, получается плюс 5 к попаданию, и x2 урона по демонам отражения дает. Собственно, 24 и 23 против маленького и большого. Эскалибур, собственно, самый лучший меч, по сути говоря, самое лучшее оружие считается в игре. Оно только доступно только законным персонажам. Эскалибур длинный меч законный. Разумность, да. Соответственно, вы не сможете его, если вы не разумный, это будет, скорее всего, магический взрыв. Где же дело? Пять урон попадания плюс 10 урона. Вообще в целом. Сопротивление дренажу. Дренаж это высасывание жизни. Это она у нас идет от, получается, вампиров, нежити, каких-то некоторых видов демонов. Также от призраков. Поиск. Автоматический поиск, это получается, вы будете автоматически находить, когда у вас экипирован этот меч, вы будете автоматически находить вокруг вас предметы. Ловушки, двери и так далее. Враждебные принцы демонов. Но и отслеживание монстров. Но про отслеживание ничего не могу сказать. Это, скорее всего, что-то более такое универсальное. Но факт в том, что, по крайней мере, когда я его использовал, я вот именно эти функции увидел. Против маленького 17, против большого 19. Может производиться для законных искателей приключений у фонтана. Законный венчающий дар. Как я говорил ранее, вы можете получить и Акунай, и Эскалибур, фонтан выше 5 уровня, как было сказано ранее. Я рекомендую 7 уровня его окунать, пытаться уже. Потому что там может вылезти бабайка, который вас просто отпинает. Например, водяной демон, и он будет к вам враждебный. Ладно, водяной демон, а если какие-нибудь мокасины вылезут, они вас просто ядом забьют. Поэтому стоит быть готовым к этому. Огненный клеймор. Длинный меч несогласованный нет. То есть последняя графа, так называемая, нет, да и так далее. То есть его разумность. То есть могут ли другие существа не конкретного вероисповедания его использовать. Плюс 5 к попаданию и x2 урона по неогнестойким монстрам. Огнестойкость дает. 23 урона, 27 защиты. 23 против маленького, 27 против большого. Морозный меч. Длинный, несогласованный нет. То же самое, только добавляется холодоустойкость и тот же самый урон. Собственно, идем дальше. Следующий меч, это получается, приблизим, чтобы вам было видно, убийца гигантов, нейтральный длинный меч. Большинство артефактов, они идут как длинные мечи, поэтому стоит быть готовым.
к этому. Он нейтральный и привязки нету, то есть разумность его. Грей Свандер. Это большинство фактов, они идут как законные или наказывающие нейтральные. Поведение свой персонаж стоит именно ориентироваться поэтому. Плюс 5 получается попадание, x2 урона, защита галлюцинации. У меня был 23 по маленьким и 23 по большим. У меня был Грейс. Собственно, ну, в среднем неплохой. Серебряное оружие вообще полезно против оборотней или ликантропов. И против любой другой нежити у вас будет дополнительный урон наноситься. В общем, оружие вообще оно очень полезное. Брать зуб, порчий кинжал, грубый кинжал, хаотичный. Привязка, так называемая, предупреждение о эльфов, то есть это предупреждение о присутствии эльфов на уровне. Но это скорее антипод дальнейшего меча Стинга, который мы будем дальше описывать. Вот. Он получается плюс 2 к попаданию и плюс 6 к урону. Предупреждение, орков больше в большинстве случаев бывает, чем эльфов, поэтому, но опять же, учитывая то, что он хаосник, то это в принципе нормальное явление. 12,5 и 12,5, собственно, маленького большого. Длинный лук Дианы. Ну, в большинстве случаев это для лучника. Ну и понятно, что это лук, он хаотичный, и он это квест. То есть вы его получите за свой квест, по-другому вы получить не получится. Создает стрелы, создает урон от стрел, собственно. Ну, он плюс 5 к попаданию и дает отражение. Талант телепатия также присутствует. Что по нему могу сказать в целом? Ну, я им, честно говоря, не пользовался, поэтому сложно сказать. Ну, судя по бафам, для лучника это будет must-have, потому что он создает стрелы. Урон от стрел будет разниться. Поэтому я вообще, честно говоря, стрел ни разу не играл, поэтому если кого интересно, можете поиграть, посмотреть. На дальний бой вообще, по сути говоря, рулит. Но в большинстве случаев я видел прохождение, где все в мели идут, поэтому, можно сказать. Волшебная погибель. Это там нейтральное вероисповедание, привязки и разумности. Плюс 3 по попаданию и особый урон магического сопротивления защищает от проклятий. Собственно, я в большинстве случаев хотел бы его выбить. Вот я играл в данный момент волшебником, и я хотел бы его, честно говоря, выбить. Но опять же, это жертва для подарок на первую жертву для волшебников. То есть вы, проще говоря, пожертвовали какое-то количество тушек вашему божеству на алтаре вашего вероисповедания. В нашем случае это нейтральный. И вы можете помолиться, и вам либо божество само даст, либо вы можете помолиться, и вам он его даст. Собственно, у него урон 13,40 и 12,90 против большого маленького существа. Мьёльнир. Боевой молот нейтральный. Опять же, обратите внимание, что большинство артефактов, они либо нейтральные, либо законные. А разумности у него нету. Собственно, это подарок для Валькирии. У меня периодически улетают. Собственно, он дает плюс 5 к попаданию и плюс 24 к урону по монстрам, не обладающим устойчивостью к электричеству. Может вернуться, если бросить. Не то, чтобы бросить, вам нужно быть либо очень высокие ловкость иметь, либо вы должны быть валькирией. Урон получается 23, 22, большое маленькое существо. Идем дальше. Орк Смэш, боевой молот несогласованный. Честно говоря, первый раз в таком
вижу по вероисповеданию. Тут нейтральные, боевой молот. Ну, собственно, он урон по ограм. Но опять же, оружие, которое под конкретный тип идет, например, гиганты, драконы и так далее. То есть вот огры в нашем случае, орки, эльфы и так далее. Ну, оно такое сомнительное, но все же. Но самое интересное, что оно увеличит вашу конституцию, вот этот орг смешер, увеличит вашу конституцию до 25 пунктов при его ношении. Дает плюс 5 попаданий и x2 урона по ограм. Урон по большим маленьким существам 21 и 19. Собственно, получить только за жертву. Орк-рист, эльфийский палаш, он хаотичный, то есть если вы хаосник, вы его можете... текущий палаш можно прописать, то есть назвав ваше оружие, вот именно орк-ристом по-английскому. Я потом позже покажу, как это в английской версии все выглядит. Я также у меня присутствует в английской версии. Он получается плюс 5 к попаданию и x2 урон по орку, повреждение от орков. Ну, то есть о их присутствии на уровне. Урон у него... Ну вот, собственно, о чем я говорил. Можно получить, назвав обычный эльфийский палаш орк-ристом. Собственно, урон 26 и 23, собственно, по большим маленьким существам. Хорошая вещь. Ну, и единственные палаши, они двуручные, поэтому тут быть готовым к этому. Скипетр мощи. Квестовый предмет на пещерного человека. Булава, законная привязка разумности, да, присутствует, то есть вы не сможете ее, если вы незаконный, поднять элементарно. Плюс это квестовый предмет, вы, скорее всего, не сможете его забрать вообще. Ну, по крайней мере, будет взрыв артефакта, и у вас ничего хорошего, если вы не готовы к взрыву, вы не сможете его использовать. Плюс 5 попаданий и x2 урон по монстрам, находящимся в перекрестном порядке. Вот магическое сопротивление. Честно, я про перекрестный порядок не знаю, потому что не использую. Он также юзает конфликт, то есть дает при использовании конфликт. Квестовый артефакт — это пещерных людей, урон 23-21. В скобочках это получается, что если они сопротивляются и по ним все-таки урон проходит, то это будет урон, который по ним пройдет. Снигер с ним — это, собственно, на самурайский меч и первый подарок на самурая, который идет на жертвоприношение. То есть, если вы будете жертвовать на алтаре у своего божества, то вам именно этот дропнется. Катана, самурайский меч, законная, у нее разумность отсутствует. То есть ее в теории может любой получить, кто законный. Ну, либо в файле костях, как говорилось ранее. Урон 17-18 против большого маленького. Посох Эскулата. Он разумный, и он, получается, нейтральное вероисповедание. То есть вы его никак не получите, исключение... Если только вы нейтралы. Это, в общем, квестовый предмет на целителей. Квестовые предметы можно пожелать, но единственная проблема в том, что вам нужно быть одного с ним вероисповедания. Потому что если вы будете другого вероисповедания, посох, скорее всего, взорвется. Вы также не можете пожелать свой квестовый предмет, потому что, ну, опять же, про желание это отдельное, поэтому сейчас особо касаться мы не будем. Что, собственно, посох Эскулата делает? Урон x2 и снижение урона по монстрам невосприимчив к истощению. Само истощение наносит дополнительный урон, как 1d8, о чем я говорил ранее. 1d8 это получается от 1 до 8 урон, как и к текущему, так и к максимальному здоровью, и восстанавливает половину этого количества к вашему текущему здоровью. Но этот урон не удваивается. Регенерация без голода, сопротивление дренажу. Ну вот, регенерация без голода, получается, ваше здоровье восстанавливается когда вы голодны. Сопротивление дренажу — это сопротивление истощению, то есть, и как я говорил ранее, это против всяких вампиров, всяких призраков, всякой нежити, которая вас будет истощать, демонов, например.
Он дает исцеление болезни, просто исцеление ХП. Также вылечивает слепоту и похудение. Ну, насчет похудения, я думаю, что это, скорее всего, смайл, то есть слайм. Но, опять же, я с ним не взаимодействовал, поэтому точно сказать не могу, чисто опираясь на конкретные данные. Урон достаточно большой, 25 и 25, то есть это достаточно сильный предмет. Но единственная проблема в том, что он разумный, то есть вы не сможете использовать, плюс он квестовый предмет, квестовый артефакт целителей. Поэтому стоит быть все-таки к ним более... Собственно, следующая строчка у нас. Стинг. Эльфийский палаш. Рунический, он хаотичный, привязки нету. Он получается плюс 5 к попаданию и х2 урон по оркам. Предупреждение от орков. Прорезает паутину он также. Можно получить, назвав обычный эльфийский кинжал жало. Ну, собственно, о чем я в большинстве случаев я и делаю. Но единственное, я вероисповедание, у меня, правда, не хаотичный. Но факт в том, что артефакт неразумный, и урон не такой большой. Поэтому мы его можем использовать без особых проблем. Урон 20. 18, если, собственно, большое маленькое существо. Если что сопротивляется урону, соответственно, 10-9. Приносящий бурю. Это рунный меч, хаосник. Соответственно, у него идет плюс 5 к попаданию и плюс 2 к урону. И снижение урона монстров неустойчивы к истощению. Само истощение наносит дополнительный урон 1d8, собственно, ну, как я говорил ранее, 1d8 это от 1 до 8. Если было бы, например, 2d8, это уже от 2 до 16 было бы. Как и к текущему, так и максимальному здоровью восстанавливает половину этого урона к вашему текущему здоровью. Сопротивление истощению, кровожадность. Про кровожадность я, честно говоря, ничего не знаю. Не сталкивался с ней, поэтому сопротивление истощению, но это высасывание, получается, жизни. Ну, истощение, как вам объяснить? Оно еще называется иссушение, то есть высасывание уровнем, если у вас высасывают его. Всякие призраки, всякие вампиры и так далее, демоны. Урон получается 18, 17,5. Большой, маленький, венчающий дар хаотичный, то есть это хаосники его, скорее всего, получат. Солнечный меч, собственно, о котором раньше велась речь. Солнечный меч, длинный меч, законный по разумности у него не отсутствует. Графа нет. Плюс 5 к попаданию и х2 урон нежити. Свет, то есть он вокруг себя истощает свет при одевании. Защита от ослепления светом, то есть вас не могут ослепить. Урон у него 23-27, может быть передано новому ангельскому существу. Как вариант, можно использовать его. Достаточно сильное оружие. Потому что урон очень большой. Но опять же, урон по большей части по нежити, поэтому он не... Ну, хотя свет это хорошая вещь. Вокруг себя особенно. Тролльс Бенд. Утренняя звезда, так называемая. Про утреннюю звезду, честно говоря, не знаю, что это. Ну, я вам в английскую версию мы еще посмотрим, и в целом, чтобы плюс-минус иметь представление о том. Не согласованы, соответственно, вероисповедание у него неизвестное. Разумность у него также отсутствует. Урон плюс 5 попаданий и х2 по троллям. Предотвращает сожжение троллей. Урон 23, 24. Собственно, Цуруги Мурамаса. Цуруги длинный самурайский меч. Законный, да. Собственно, разумность артефакта, да. Удача. Честно говоря, про удачу тоже не особо осведомлен. Это квестовый артефакт для самурая. Он получается плюс 8 урона и 5% шанс нанести двойной урон или мгновенное убийство посредством рассечения пополам, в зависимости от размера. Маленькое существо — мгновенное убийство, большое существо наносится
38 и 85 урона. Это при максимальном грейде этого оружия, плюс 7. Либо урон 20, если оно что сопротивляется. Вольбенд, собственно, ну, это варпальный клинок. Оно, кстати говоря, почему-то не перевелось. Ну, если в целом... Ну, я, в принципе, знаю, что оно делает. Факт в том, что это, получается, у нас 5% к попаданию и плюс 1 к дамагу. 5% шанс того, что вы можете обезглавить цель, убивает этих бармаглотов, называемый жабервор. Он их убивает, собственно, уроном 12,5. Ну, либо убийство, то есть ваншотает цели. Либо, если цель сопротивляется, то тогда урон проходит 12,5 и 14,9, собственно, на маленького и большого. Можно получить, если вы нейтрал. Вербанд. Это, получается, серебряная сабля. Она не согласованная, судя по всему. Потому что, ну, так грубо не написано. И разумность у нее также отсутствует. Серебряная сабля наносит, получается, плюс 5 попаданию и x2 дамаг по вершакалам, вервольфам, так называемым вероборотням. Защищает от ликантропии вас. Урон у нее получается 23 плюс 10,5 и 23 плюс 10,5. Ну, собственно, 11,5 плюс 10,5. Ну, опять же, это если существо сопротивляется. Из-за серебряного урона, потому что это серебряная сабля, у нее дополнительный урон по нежити еще идет по всем видам. Собственно, ну, в принципе, все я рассказал по этим. Осталось, сейчас я вам покажу так называемую русскую, точнее, английскую версию текущей экипировки, какая она вообще присутствует, собственно, что она из себя представляет. Кому интересно, вы ее полистаете. Получается, я вкратце ее покажу. Ну, собственно, Кливер, Демон Банд, Дракон Банд, Экскалибур, Fire Brain, собственно, Frost Brain, Грей Сивер, Гигант Слеер, собственно, Лук Дианы длинный, собственно, Гром Бонд, так называемая магическая труба, Мьёльнир. Собственно, английская версия. Кому интересно, можете полистать, почитать, перевести в случае необходимости. Это получается первая у нас страница. Идем вторая страница. Собственно, Мьёльнир дублирующий. Ну, против орка, так называемое убийство против огров. Против орков. Орчист, собственно, это длинный меч. Благочестивая булава, это, собственно, для пещерного человека. Потом Снигерсни, но это для самурая, венчающий дар. И, собственно, посох Эскулата, так называемый, для хилов. Да. Также, собственно, Стинг, собственно, которым мы чаще всего пользуемся, по крайней мере, в данном прохождении, в котором мы проходим, мы им пользуемся. Эльфийский даггер, который назван Стинг, который нас предупреждает собственно, о орках. Последняя, собственно, строчка — это Штормбринг. Солнечный меч, тролль-банд, урон против троллей. Также и самурайский меч Мурамаса, вольпадный клинок, собственно, обезглавливание. И, собственно, вербанд — это против, в основном, ликантропов, но он как серебряная сабля идет, поэтому достаточно сильное оружие. Вот, собственно, именно это я вам и хотел рассказать. Возвращаемся к нашему персонажу.
Наш персонаж получается турист. 13 уровень, человек, мужчина. Вероисповедание нейтрал, мы прошли 57 тысяч ходов. У нас вот такие вот в данный момент статы. Вот такие вот в данный момент способности команды Enhance называются. Рядом с нами, получается, мы невидимые. Мы можем на себя стеноскоп нажать и посмотреть, что у нас за статус. Мы ускоренные, мы невидимые. Так называемые. Рядом с нами присутствует, ну не рядом с нами, вот теперь рядом с нами присутствует наш пес. Так называемая собака. Причем она самая обычная. 6-й уровень, дог нейтрального вероисповедания. Также рядом с нами присутствует собственно существо, которое мы в прошлой серии приручили. Это балишитериум какой-то. Ну, достаточно сильное существо, но армор класс, конечно, оставляет желать лучшего у него. Но все же, мы нашли его статуэтку и смогли приручить. Но, правда, он очень долго сопротивлялся, но в конечном итоге мы смогли приручить. Благо, у нас есть шар-монстр. Собственно, у нас 19 предметов. Подбираем, побегаем сегодня. Сейчас куда-нибудь пробежимся. Наша задача накопить 14 уровень. У нас в данный момент 13 уровень, поэтому нам нужно накопить 14 уровень. Почему именно 14? Потому что квест, в котором мы в данный момент находимся на текущем уровне у нас. Вот у нас, собственно, квест леди. Это так называемый храм на 11 уровне, где мы в данный момент находимся. У нас тут храм леди и, собственно, в портал в квест присутствует. И именно поэтому нам нужно именно, ну, как сказать, не здесь находиться, нам можно и находиться дальше, но мы и так уже на 19 этаже были, поэтому нам куда дальше-то? Сейчас мы, в принципе, быстрым темпом пробежим. Это гид, скорее всего, какой-нибудь, который нам мешает ходить. Смотрим, что у нас тут по монстрам. Мы телепортировались в портал. Посмотрим по-быстрому по монстрам. Что у нас одели повязку на глаза. Посмотрели, есть ли у нас монстры здесь. Монстров у нас не зареспаунились пока что. Кроме одного здесь. Это кентавр, если не ошибаюсь. Да, нам он, в принципе, не интересен. Вернулись мы обратно на наш уровень. Наша задача просто пробежать вверх, тогда посмотреть. Может, какие монстры появятся. Нам священник мешает ходить. Из-за того, что он присутствует на карте, он нам мешает ходить. Призываем через магический свисток наших монстров к нам поближе. Ну, как вы видите, это существо, оно нас почему-то агрессирует. Он конфужен. Но из-за этого он и агрессирует. Кстати говоря, он забил нашу собачку, видимо. Из-за того, что он был в конфузии, он забил нашу собачку. Как же ты утомил, а? Проблема в том, что он нас так может и забить. Он из-за того, что он в конфузии, он нам вред наносит. То есть он для нас нейтрален. То есть мы можем... Да, все-таки собаки, они надежнее. В этом вопросе они, по крайней мере... Видите, у него в конфузии. Причем у него постоянная, видимо, конфузия почему-то. Как снять с него конфузию? Ну, чисто теоретически его можно полечить, но мы не умеем это делать. А из-за того, что он конфуженный, он нас будет, скорее всего, атаковать. Потому что, ну, по сути, мы потратили зря ресурсы на него. Потому что, ну, он нам не особо поможет. Из-за того, пока у него конфузия не пройдет,
мы не сможем с ним взаимодействовать. Видите, он нас постоянно бьет. Хотя он, по сути, он мирный для нас, но из-за того, что он в конфузе, он нас будет атаковать. Но, видимо, не получится его. Можно, конечно, попробовать это, еще раз приручить его. Сложно сказать, я, честно говоря, с первый раз с такой ситуацией сталкиваюсь, что моб, который прирученный, меня атакует. Но учитывая то, что, видите, у него конфузия, то его можно просто взять и забить. Потому что, ну, либо просто дадим ему возможность перебраться через конфузию. Возможно, нам повезет, и он выйдет из нее рано или поздно. Мы видим большое количество орков, которые к нам идут. Это хорошо, мордовские. Сейчас мы до них добежим. Телепортируем наши животные. И будем ждать, пока на уроне выстрела стоять нет смысла. Подождем. Кстати говоря, он из конфузии вышел, этот монстр. Почему? Потому что он нас... Ну да, я только хотел сказать, что он нас не атакует, а он нас начал пробивать. Видите? У него такое чувство, что постоянная конфузия идет, из-за этого он нас постоянно пробивает. Но по сути он для нас очень опасен. Если он за нас драться не будет, он для нас очень опасен. Исключение, если он голоден. Но опять же, сейчас мы орков побьем. Собственно, сейчас мы побьем немножко орков. Видите, нас бьют не сколько орки, сколько этот. Это существо нас бьет. Снимаем повязку с глаз. Мы, получается, невидимые. Но мы не как объяснить? Не видим невидимых. То есть мы... Из-за этого мы сами себя не видим. То есть нам, ну, чтобы увидеть невидимых, нам нужно, соответственно, юзануть на себя зелье, оно на втором уровне присутствует в видении невидимых монстров. Собственно, смотрим, что он из себя представляет. Стеноскоп. Да, видите, то есть это он, скорее всего, просто голоден был, и из-за этого он нас атаковал. А сейчас он покушал, и у него все нормально стало. Но единственное, конечно, армор класс у него оставляет желать лучше, у него всего 5 единиц, например, у нас минус 16 армор класс. Я говорю про АС. То есть, например, у него 5 единиц, хотя он 13 уровня, казалось бы, достаточно сильный моб. Но из-за его вот этой вот... Бежим дальше, смотрим через стеноскоп, кто это. Это игуана, но она достаточно посредственная. Притягиваем нашего питомца к нам поближе. Мы видим то, что тут присутствует орк. В количестве одной штучки. Сейчас мы его пробьем. Он нас бьет палочкой удара, но мы его убили. Забираем палочку удара у него, чтобы никто против нас не юзанул. Почему на нас урон палочки удара не подействовал, собственно? А чтобы это узнать, вам нужно открыть, собственно, в большинстве случаев на нас не подействовала бы магия, потому что у нас есть сопротивление к магии. Палочка удара как раз идет. Перекусим. Пробежимся дальше, посмотрим, что у нас повыше есть. Телепортируем к себе свое животное. К нам идет, получается, пчелы, киллер Б. Она принесла нам кольцо какое-то. Что за кольцо, не ясно. А, кстати, кольцо нормальное, то есть мы можем его использовать, потому что наша
наш питомец на него встал без особых проблем. Смотрим, есть ли у нас вообще кольца на руках. Да, у нас есть кольца, кольцо дамага и кольцо неизвестное. Собственно, я предлагаю убрать, во-первых, все поушены с собой в сумку. Почему поушены в сумку? Потому что они имеют свойство лопаться, особенно если на вас нападет какой-нибудь огненный монстр, либо ледяной. Даже если у вас есть сопротивление, он все равно будет лопаться. Также со свитками та же самая история. Что касаемо сринг, то есть с кольцами, их стоит одно снять, например, дамаг, поставить это кольцо, посмотреть, что оно из себя представляет, а кольцо убрать, чтобы оно просто не потерялось. Какая-нибудь нимфа, если к нам прилетит, у нас просто кольцо может потеряться. Посмотрим дальше. Нам говорят, что здесь присутствуют также орки. Да, это орк-капитан. Собственно, почему мы их видим? Потому что у нас так называемым голубеньким цветом у нас отображено, так называемым синеньким цветом, он называется blue. У нас отображено, что это именно орки. Мы сейчас его забиваем, убили его, и у него, собственно, ничего такого не было. Он был пустой, по сути говоря. Для нас он не интересен. Посмотрим, что есть вообще в целом на уровне. Одеваем повязку на глаза. Насчет ментального зрения мы в теории увидим большинство мобов. Исключение есть только они неразумны, либо нежить. Притягиваем к себе поближе свое животное. Одеваем повязку на глаза, смотрим вообще, кто у нас тут есть. Собственно, никого нету. Уровень вообще пустой. Пробежимся дальше. Никого, опять же, мы не нашли. Свое животное подтягиваем к нам поближе. Но он что-то упорно сопротивляется. Мы в примитивной эре. Здесь у нас, получается, находится питон. Это достаточно серьезный противник. И невидимый сталкер, не самый мощный противник. Это элементаль. Также вот тут присутствует манкей. Но манкей имеет свойство крысить ваше снаряжение. Поэтому стоит быть готовым к этому, даже если оно будет вашего вероисповедания. И черная нага. Собственно, бежим, наверное, у нас тут без особого варианта, поэтому бежим вниз. Первый наша нага. Встретились с нагой. Как вариант, можно дать нашему животному попробовать подраться. Но видите, оно упорно игнорирует. Не хочет оно драться. Тогда мы сами подеремся. Мы дрались с невидимым существом. Кто-то у нас чем-то кидается явно. Это, скорее всего, черная нага в нас чем-то кидает. Трупы, как и говорил ранее, эта эра не оставляет. Тем самым тролль, который идет на нас, сейчас буковка Т, он для нас безопасен, нам нужно всего лишь один раз убить. Хотя в любом другом месте нам пришлось бы его несколько раз убивать, потому что тролль имеет свойство реинкарнации. Собственно, побежим к невидимым сталкерам. Нам нужен опыт, поэтому мы убиваем всех. Учитывая то, что они не оставляют тут трупы, то нам, как вариант, я вам, наверное, уже говорил об этом, вы можете получить, получается, внутренний инвиз, если не ошибаюсь. Да, инвиз. Невидимые сталкеры дают вам инвиз. Но проблема в том, что их должно быть двое. Либо вас должны отвлечь от еды.
То есть вы должны начать есть, но проблема в том, что невидимый сталкер даст вам стан. Вы должны снять его, например, рогом единорога. У меня по рогу отдельное видео есть. Вы должны снять стан. Если вы снимаете стан, соответственно, потом вы можете доедать текущего. И у вас получится инвиз. Но инвиз у нас уже и так есть, нам нужно видение невидимого. Чтобы его получить, нам нужно, как я говорил ранее, мы бьем невидимого сталкера. Нам нужен опыт, поэтому мы бьем невидимого сталкера. Кто из нас его убил? Явно не мы. Смотрим, кто из нас его убил. Не знаю, тут не прописано, что он погиб. Видим питона, забиваем питона. Питон очень сытный в плане еды. Питон нам... Здесь он не оставит свой труп, как говорил ранее, в примитивной эре никто не оставляет трупы. Поэтому быть готовым к тому, что вы просто в холостую, если вам нужен какой-то конкретный труп, например, Stone Gigant, нам бы его в идеале отсюда вытащить, потому что поэтому если у вас стоит его вытаскивать. Кстати говоря, задаваться таким вопросом, вам нужно просто выйти с текущей локации вместе с текущим гигантом. Но чтобы это сделать, вам нужно минимум в обратную сторону уйти. Какое-то было, видимо, существо неживое, потому что я его не видел со своим зрением. Мы ждем, пока гигант пройдет. Вообще, будет ли он двигаться какой-то. Вот гигант, видите, мы прошел. Мы пробегаем эту дистанцию. И теперь мы можем ждать. Единственное, нам бы в идеале сагрить его, но он из-за того, что мы невидимые, он нас, наверное, тоже не видит. Они, скорее всего, дерутся, да, и наше животное, прирученное, убило гиганта. Видите, у него теперь 93 хп. Чем плохая эта локация, наше животное имеет свойство есть. И если его не кормить, он начнет бить нас. Он, если я правильно понял, мясоед, поэтому проблем с его кормежкой быть не должно, по крайней мере, на текущем уровне. Но единственное, как вы видите, он трупы не оставляет. Не конкретно наш... Вот тут, кстати, идет этот... муравей, если я правильно понял. Да, гигантский. И он пустой. Оказался. Тут очень много мобов. Это прям нам на руку. 18 уровень. Тут присутствует мимик. Также присутствует так называемый червячок. Пожиратель, который присутствует мимик. Маленький. А дальше мы не продвинем, потому что нам не даст мимик продвинуть. Собственно, вот жук. Наше призванное существо нам может помочь с его убийством. Если оно, конечно, подтупливать не будет. Но мы можем сейчас посмотреть, что вообще там происходит. Нажав на них стеноскоп, собственно, мы смотрим. У него 53 хп. И, как вы видите, жук исчез. И наш призывной монстр, который рядом с нами присутствует. Балишитериум. В общем и целом, он его убил. Червячок не самый тяжелый из противников. Он скорее мерзкий, он вас может проглотить в теории. Но у меня, правда, он особо не проглатывал. И если он вас проглотит, потом вы будете
перевариваться его. Но опять же, как вам объяснить? Про поглотителей, которые вообще вас могут поглотить, и, собственно, кто именно это может сделать. У меня также есть отдельное видео, я до него записывал. Поэтому, если вам интересно, вы можете его посмотреть. Кстати говоря, у него нет сопротивления к яду. У этого существа. Из-за этого он не может есть ядовитые трупы. Он может драться с ядовиками, но он есть их не будет. Соответственно, для нас он безопасен в этом вопросе. У него 100 хп уже. А для этого, как вы помните, было 99 вроде бы. То есть у него хп растет, и рано или поздно у него апнется уровень. Я думаю, сейчас вот этих вот мобиков, ну вообще это статуи. Я вспомнил, это статуи этих. Мы же тут как атрисов убивали. Большое количество статуй. Из-за этого у нас получилось. Двигаемся дальше. Мы на 19 уровне. Это максимальный пока наш показатель. Тут разлоченный пустой большой сундук лежит. Один из оборотней присутствует на уровне. Сейчас посмотрим, кто это. Он, кстати, на нас идет. Этот оборотень. Вервольф. Как драться, собственно, с Вервольфом? Ну, вы можете отправить питомца, он его сам забьет. Либо драться в узком проходе я рекомендую с Вервольфом. Ну, либо Вершакалом, либо Веррат, собственно, любым из оборотней, который... Мы смотрим наш питомец, у него 62 хп. И он, собственно... Да, наш питомец его просто забил. Как мы... У него 62 хп, собственно. Почему он его забил? Ну, потому что, видимо, он достаточно силен, что... Вервольф, он чем опасен... Кстати, нам поушен полного исцеления дали. По поушенам полного исцеления у меня также есть отдельное видео, какие у них, собственно, функции, что, сколько они восстанавливают. Если вкратце, ну, крайне полезная вещь, особенно если благословленные версии. Много вам хп может восстановить. Вервольфов есть нельзя, потому что если вы их съедите, вы, скорее всего, получите ликантропию. Исключение, если у вас есть артефактное оружие, которое защищает вас от ликантропии. Но опять же, у нас в данный момент его нет, поэтому мы не планируем есть. Кстати говоря, это призрак. Нет, это Барлок. Но Барлок, он не самый мощный, но в плане того, что я думал, просто это призрак. Но это не призрак. Ну, в общем и целом, тот, кто мог бы дать нам уровень. Это не то существо. Барлок, он такой посредственный в этом вопросе. Ну, он бросил нам оружие. Ну, собственно, призраки, они на то и призраки. Они бросают оружие. Дальше сам разбирайся. Собственно, мы видим, здесь стражника шлепнули, судя по луту, который у него присутствует. Мы двигаем булдер, ну, собственно, так называемый камень. Но проблема в том, что мы уперлись. А без кирки мы дальше не пройдем. Исключение есть только там, можно посмотреть, снять повязку с глаз, посмотреть, может где-то проход есть, да. Нам везет то, что оборотни и своим присутствием оповещают волчьим воем. Тем самым, ну, в моем случае, по крайней мере, волчий вой, тем самым я знаю то, что присутствует на уровне оборотень, и я могу от него уже как-то маневрировать.
Собственно, здесь присутствует нимфа. И из-за того, что она здесь присутствует, нам нужно меняться местами с нашим животным. Почему? Потому что бегать за нимфой весь уровень — это такое сомнительное удовольствие, а мы ее, скорее всего, не убьем. А исключение, если только мы невидимы, и у нас есть ботинки, ну, либо плащ скрытности. Мы видим, собственно, что это лесная нимфа, если не ошибаюсь, да, вуд нимф. Можем, в принципе, призвать питомца. Ну, собственно, он убьет нимфу за пару ударов. Смотрим, что у нимфы было. У нимфы был Potion Object Detection. Это стандартный Potion, который присутствует у большинства нимф. То есть, статистику он за нимф будет присутствовать. Ну и, собственно, зеркало. По очень много набирали, их надо будет бежать, смывать. А почему поушену стоит хранить именно в сумке, особенно если она огнеупорная, это прям божественно. Смотрим, если на текущем уровне вообще торговец. Одеваем повязку, но к нам идет Нага, также Скорпион, и торговец тут присутствует, как мы видим. Здесь присутствует торговец какой-то. Это замечательно, а нам нужно до него доползти бы желательно. Рядом с нами также присутствует Нага. Сейчас посмотрим, что это за Нага. Это Нага-защитник. Ну, не самый сильный монстр, если честно. Он нас чем-то кидает, видимо. Да, они дерутся между собой. Нага-защитник. Приземный питон, если он может сказать, не может маневрировать. Ну, мы его убьем. Нага-защитник нас вряд ли убьет, потому что, ну, посредственный силы монстр. Как вы видите, наш питомец, нам, правда, не написали, что он съел, но факт в том, что подобрал труп, то есть, а больше мы трупа этот не увидим. Кстати говоря, к нам идет буковка К. Кейкоп — это, если не ошибаюсь, хранитель. В общем и целом, да, должен быть серьезный монстр. По крайней мере, я до этого очень редко встречал текущих монстров. Сейчас посмотрим, у нас стеноскоп есть. Это саламандра. Ну, Гардиан Нагу мы съедим, если нам дадут, конечно, это сделать. Не, нам не дают этого сделать. Это, собственно, облако какое-то. Также тут рядом с нами присутствует зеркало, но оно нам не актуально. Мы не можем никак съесть. Мы уничтожили это облако. Мы съели Нагу защитную. Против облаков, в большинстве случаев нимфа, кстати говоря, водяная, и она проснулась. Смотрим на квикере, что у нас, ну, то есть на быстром слоте у нас присутствует 7 даггеров. Команду Fight нажимаем и в сторону нимфы. В нашем случае это циферка 2. Начинаем атаковать нимфу. Мы убили водяную нимфу, забрали 4 даггера. У него присутствуют 2 предмета и, собственно, трупик самой нимфы и Potion Object Detection. Так называемое обнаружение предметов. Поднимаем их, и очередной Potion идет к нам в копилочку. Как мы видели на прозвонке местности через ментальное зрение и через повязку на глаза, у нас присутствует здесь торговец, скорее всего.
Надо, значит, чтобы наше животное его не забило желательно, поэтому надо держать друг от друга их подальше. Это скорпион, он ядовитый. То есть, если вы его будете пытаться есть, либо с ним драться, он вас будет пытаться забить. Он нам, кстати, тоже поушен дропнул какой-то. Убрали поушены. Скорпиона есть можно, поэтому, кстати говоря, наше животное забило и гиганта. И, видимо, его не съело. Свиток телепортации. Камешки. Мы, кстати, не опознали его до сих пор. Фаер гиганта есть можно. Если у вас нет сопротивления... Нам он дал силу. И теперь у нас сила 18-24. То есть наша сила растет. Я, как и говорил ранее, гигантов всех есть можно, даже нужно. Почему? Потому что у вас будет повышаться постоянно сила, и тем самым вы будете становиться все сильнее и сильнее. В конечном итоге вы достигнете максимального предела. Также скорпиона есть можно, если это необходимо. Максимальный предел силы, ну, он считается 18 через дробь 99. По крайней мере, я видел такой максимальный предел. Рукавицы и сила, они где-то в районе 24 дают силы. Но главное, чтобы наше животное не забило торговца. Собственно, это пещерный паук, ничем он особо не примечателен. Единственное, если его съесть, он вам может дать сопротивление к яду. Ну, как вариант, его можно съесть. Но сопротивление яду у нас есть 100%, поэтому тут даже особо заморачиваться в этом вопросе нет смысла. Также там была ловушка какая-то. Это sleeping gas, собственно, это сонная ловушка. Если у вас есть сопротивление ко сну, то проблем с ней не возникнет у вас. Поушен фруктового сока, по крайней мере, так подписан он у меня. Фруктовый сок, ну что по нему могу сказать? Он используется в качестве еды, если вы играете без еды, так называем. Поушен 6 уровня, по 6 уровню там всего 2 поушена. Это либо яд, либо кислота, либо масло. В нашем случае сейчас посмотрим, что это может быть. Открываем нашу так называемую палочку в левую сторону, нажимаем. Открываем, собственно, открывается предмета, список. И, собственно, смотрим. Тут нам нужно найти поушен 6 уровня. Его нельзя пить, потому что это либо тут два варианта. Это либо масло, точнее, как оно называется. По-английски оно называется, это масло для заправки ламп. Либо кислота. Ни того, ни другого я здесь в данный момент не вижу, ни кислоты, ни масла. Поэтому тут спорный момент. Кстати говоря, у нас есть, вы можете обратить внимание, 3-я строчка поушена Full Healing, Milk подписана. То есть, если мы будем пить текущее зелье, будет вероятность того, что у нас зареспаунится призрак. Потому что на молочных зельях в большинстве случаев респаунится призрак. На начале у нас очень сильный призрак, чем опасен, но он вас на 3 хода может парализовать. Вот, поэтому... асид у нас есть. Получается, асид у нас, как вы видите, подписан 3-й снизу. Potion
Call Dark Acid 6 левел. Собственно, Brovnet, собственно, коричневая у нас Potion, он у нас не подписан, но мы его сейчас подпишем. Он у нас будет этим Олей, так называемым маслицем. Открываем поушены. Бровн это собственно масло. Его так и подписываем, что это масло. Масло чем полезно, вы можете снять один статус, ну, либо заправить лампу для освещения, ну, местности вокруг вас, либо вы можете снять один статус с вашего оружия, например. Дебаф, например, у вас коррозию поймали, вы можете ее снять, либо ржавчину. Это этот, как его зовут, оружейный, судя по всему, магазин. Ну, нам говорят, что мы не войдем невидимые, но нам не нужно входить невидимые. Мы сейчас у него и так все посмотрим в целом. Бронзовые латы, бандет латы, собственно, нам они не нужны. Тяжелый лат, орчий плащ нам тоже не нужен. Легкий армор нам не нужен. Орчий доспех нам также не нужен. И эльфийский плащ нам также не нужен. Собственно, ему можно продать доспехи, но нам нужно для этого снять невидимость. Убираем, получается, в нашу сумку, которая у нас с вами присутствует, Alt-тип, и выбираем то, что мы хотим убрать. Я хотел убрать свиток телепортации второй, чтобы он нам не мешался, чтобы у нас просто место не занимал. Также я хотел прозвонить, что у нас за гемы присутствуют, собственно, через какую команду это прозванивается. Через команду RUP вы нажимаете ее, выбираете пробный камень и выбираете, собственно, гемы. Это драгоценный камень, их 3 штуки. Чтобы продать драгоценный камень, нужно искать универсальных торговцев, потому что либо, ну да, собственно, только торговцев. Как вы видите, наш питомец дерется с торговцем. Это очень плохо, нам не нужно, чтобы никто из них погибал. Но наш питомец очень сильный, из-за этого он любит драться со всеми подряд. У него 16 уровень. Ни хрена себе. Обратите внимание, когда мы его взяли, он был нашего уровня. Сейчас он уже 16 уровня. То есть вы понимаете, насколько сильно он быстро качается. Но из-за его армор-класса он очень посредственный. То есть был бы армор-класс минусовой у него, то он был очень сильный. А из-за того, что армор-класс у него, ну, выше 0, поэтому он не самый сильный. То есть он много урона будет получать. Но в конечном итоге, конечно, он его разгонит, наверное. Обратите внимание, что он не подбирает предметы от слова совсем. Я думаю, мы на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.